онкологические заболевания как нарушение баланса жиров. Как еда может привести вас в больницу? Начнем нашу историю с экспериментов Отто Варбурга. Отто Варбург – выдающийся немецкий биохимик, директор Института клеточной биологии Макса Планка в Германии, Нобелевская премия по медицине 1931 года. На встрече нобелевских лауреатов в 1966 году Варбург дает речь под названием «Первопричина и профилактика рака». Если вас интересует онкология, обязательно прочитайте эту речь полностью. Нужные ссылки вы найдете в описании к видео. В своей речи Варбург дает точное и емкое определение первопричины рака. Цитирую. «Рак больше всех болезней имеет бесчисленное множество вторичных причин. Но даже у рака есть только одна первопричина. Коротко говоря, первопричина рака – это замена дыхания кислородом в нормальных клетках тела, ферментация сахара. Обратите внимание, замена дыхания кислородом в нормальных клетках тела, ферментация сахара. Сейчас я объясню вам, о чем идет речь, и в этом мне поможет самогон. Вот вам рецепт очень вкусной самогонки для иллюстрации эффекта Пастера. Да, того самого Луи Пастера, который пастеризовал молоко. Рецепт называется «Самогон на диких дрожжах». Сначала делаем разброд. Берем пластиковый тазик, литров на 10, засыпаем туда 5 кг пшеницы, овса или любых других злаков, сырых, никак не обработанных. Наливаем в таз примерно 5 литров чистой, некипяченой, нехлорированной воды. Воды должно быть столько, чтобы она покрывала зерно на 2 см. Вмешиваем в воду 1 кг сахара. Накрываем тазик марлей, чтобы мухи не садились. При комнатной температуре за 3-5 дней дрожжи перейдут с зерна на сахар и размножатся. Если вы потрясете тазик из зерна, то пойдут пузырьки. Наш разброд готов. Теперь в бак 25 литров заливаем разброд, доливаем 14 литров воды и 4 кг сахара. Ставим гидрозатвор. Через неделю-два брага готова. Двойной перегон, и мы получаем отличный самогон с послевкусием шампанского. Что же у нас происходит в тазике и в баке? Дрожжи – это микроскопические одноклеточные грибы. В плоском тазике они живут с доступом к кислороду, то есть в аэробном режиме. В баке с гидрозатвором они живут в анаэробном режиме, без доступа кислорода. И ведут они себя совершенно по-разному. В аэробном режиме они мало потребляют сахара, но быстро размножаются. В анаэробном плохо размножаются, но много едят сахара. При этом выделяют углекислый газ и спирт. Пастер изучал дрожжи в аэробном и анаэробном режиме. Отто Варбург экспериментирует с зародышевыми животными клетками. Он помещает их в 2 герметичные колбы и уменьшает подачу кислорода в одной из колб и сравнивает поведение клеток в разных кислородных режимах. Результат цитирую. Чисто аэробный обмен веществ эмбриональных клеток мыши заметно изменился за 2 суток на протяжении 2 делений клетки и превратился в метаболизм, отличающий ферментирующие раковые клетки. То есть эмбриональные клетки стали превращаться в раковые из-за недостатка кислорода. Теперь снова вернемся к главному выводу Варбурга. Речь на встрече нобелевских лауреатов в Линдау, Германия, 1966 год. Рак больше всего болезней имеет бесчисленное множество вторичных причин. Но даже у рака есть только одна первопричина. Коротко говоря, первопричина рака – это замена дыхания кислородом в нормальных клетках тела, ферментация сахара. Все нормальные клетки получают энергию кислородным дыханием, когда как раковые клетки получают энергию в основном ферментацией. Все нормальные клетки тогда облигатные аэробы, то есть живут в среде с обязательным наличием кислорода, когда как все раковые клетки частичные анаэробы, то есть часть своей энергии они получают от кислородного дыхания,
а часть от бескислородного дыхания или по-другому ферментации. С точки зрения физики и химии жизни, это различие нормальных и раковых клеток столь велико, что редко можно показать еще большее различие. Кислород, донор энергии в растениях и животных, скинут с трона в раковых клетках и замещен энергетической реакцией самых низших форм жизни, а именно ферментация глюкозы. Конец цитаты. Ферментация пользуется самой низшей формой жизни, и раковые клетки в организме ведут себя точно так же, как бактерии они строят колонии. Почему же может возникать недостаток кислорода в клетке? Оболочка клетки собрана из фосфолипидов. Кинки, то есть изгибы ненасыщенных жирных кислот, за счет температуры постоянно двигаются и создают каналы для миграции молекул кислорода в одну сторону, а углекислого газа в другую. Так возникает проницаемость мембран для кислорода. Обязательно посмотрите мое видео под названием «Химическая структура и биологическая роль жиров», где я подробно объясняю, как жиры, которые мы употребляем в пищу, в конце концов становятся частью клеточных мембран. Ссылка в подписи к видео. При приеме в пищу жиров со смешанными цис- и транс-связями проницаемость мембраны нарушается, что приводит к дефициту кислорода. Эксперименты Варбурга показали, что уже при 35% дефицита кислорода начинается трансформация нормальных клеток в раковые. Мы предполагаем, что нехватка кислорода в клетке из-за нарушения проницаемости мембран и есть основная причина рака. Это как забор из сетки рабицы. Он хорошо просвечивается солнцем и продувается ветром, в отличие от плотного забора из прямых досок. Кислородное дыхание происходит в митохондриях, поэтому на пути кислорода в митохондрию у нас не один забор, а целых 3. Первый забор – внешняя мембрана самой клетки. Второй забор – внешняя мембрана митохондрии. Третий забор – внутренняя мембрана митохондрии. Плохая новость. Проблемы могут возникнуть в любой из этих мембран. Хорошая новость. Жирные кислоты для составления мембран берутся из жиров, которые мы употребляем в пищу. В учебнике «Биохимия Ленинджера» утверждается, что мембраны обновляются за 4-6 месяцев. Начинайте обновление мембран прямо сейчас. Правильному подбору рациона с точки зрения баланса жиров будет посвящено следующее мое видео. Подпишитесь на канал, чтобы его не пропустить. Сравним принятую сегодня теорию развития рака с нашим подходом. Теория мутаций гласит, что некая необъяснимая мутация ДНК приводит к сумасшествию клеток. Сумасшедшие клетки начинают бесконтрольно делиться, заставлять организм снабжать и глюкозой в первую очередь, заставлять организм выращивать в опухоли новые кровеносные сосуды и невообразимыми методами уходить из-под контроля иммунной системы. А теперь наш подход. Нарушение проницаемости мембраны приводит к переходу на частичное анаэробное дыхание. Раковые клетки в частично анаэробном режиме начинают бесконтрольно делиться как бактерии. Потребление глюкозы увеличивается из-за анаэробного метаболизма. Организм выращивает в опухоли новые кровеносные сосуды, так же, как и в другом своем органе. Иммунная система не атакует свои же клетки. Теория сбоя ДНК и вируса рака не могут считаться альтернативой, говорит Варбург в своей лекции, так как ни этих генетических кодов, ни таких вирусов не обнаружено. Из разных подходов следуют разные действия. Традиционный на сегодня подход – раковые клетки злейший враг, поэтому требуется уничтожить их любыми доступными способами, не считаясь потерями. Скальпель, химия, радиация, сверхагрессивные иммунные клетки. Наш подход – раковые клетки – это наши клетки, попавшие в безвыходную ситуацию из-за дефицита кинков в мембранах. Поэтому прежде всего мы должны помочь нашим клеткам, изменив рацион питания. Этой теме мы посвятим отдельное видео. Следите за новинками. И вот еще одна хорошая новость. Вам не надо выбирать или-или. Ничто не мешает объединить два подхода. Использовать традиционную терапию и
изменить рацион питания. А мы пока перенесемся в Америку, в Национальный институт рака. В Национальном институте рака коллеги Варбурга Дин Бёрк и Марк Вудс изучают гепатому Морриса. Долгое время считалось, что в клетках этой опухоли нет ферментации, то есть в них нет бескислородного дыхания, и принцип Варбурга тут не работает. Бёрк и Вудс обнаружили, что в медленно растущих гепатомах Морриса есть ферментация, но ее очень мало, поэтому эту гепатому нельзя считать исключением из принципа Варбурга. Но еще более интересно, Бёрк и Вудс нашли практически линейную зависимость скорости роста опухоли от уровня ферментации. Это говорит о том, что повысив проницаемость мембраны для кислорода, мы понизим уровень ферментации и таким образом понизим скорость роста опухоли. Перейдем к исследованиям, которые подтверждают наш подход. Но сначала полностью озвучим гипотезу. Гипотеза. Дефицит незаменимых жиров в рационе и употребление ущербных жиров в пищу приводит к нехватке цис-связей в мембранах клеток и митохондрий, что означает уменьшение проницаемости мембран для кислорода, что приводит к вынужденному постепенному переходу от кислородного дыхания к ферментации, то есть в бескислородный режим жизни, то есть к раку. Следствие. Увеличение незаменимых жиров в рационе и отказ от ущербных жиров приводит к увеличению количества цис-связей в мембранах клеток и митохондрий, что означает восстановление проницаемости мембран для кислорода, что приводит к постепенному переходу от ферментации к кислородному дыханию, то есть выход из бескислородного режима жизни, а значит к остановке роста опухоли согласно кривой Бёрка-Вудса и, возможно, к полному выздоровлению. Что такое ущербные жиры, я подробно объяснил в видео под названием «Химическая структура и биологическая роль жиров». В двух словах, ущербные жиры – это жиры со смешанными транс- и цис-переходами в карбоновых кислотах. Посмотрите это видео обязательно. В подтверждение гипотезы я приведу два исследования. Они доступны в интернете на сайте PubMed. Ссылки я даю в описании к видео для тех, кто хочет с ними детально ознакомиться. Нарушение кардиолипина и электрон-транспортной цепи у митохондрий опухоли головного мозга мыши. Липидомические данные поддерживают теорию рака Варбурга. Факультет биологии Бостонского колледжа, факультет внутренней медицины Университета Вашингтона в Сент-Луисе. Кардиолипин – это такой сдвоенный фосфолипид, который входит в мембраны митохондрий. Именно митохондрии занимаются кислородным дыханием в клетке. Эти длинные хвосты – это жирные кислоты. Исследование подтвердило, что состав жирных кислот в фосфолипидах обычных клеток и раковых клеток сильно различаются, что подтверждает теорию Варбурга. Детали по ссылке в описании. Но меня заинтересовал этот график. Все фосфолипиды были сгруппированы по типу входящих в них жирных кислот, и на графике можно сравнить фосфолипиды митохондрий обычных клеток с раковыми клетками. В этой зоне мы видим явный дефицит целого ряда жирных кислот в раковых клетках. Здесь ничего нет, а здесь почти ничего нет. Целый ряд фосфолипидов в раковых клетках отсутствует или в явном дефиците. Проницаемость мембран нарушена, кислород не проходит. Вот кто виноват. Но что же делать? Следующее исследование называется «Снижение тяжести рака яичников и повышение выживаемости у кур, получавших рацион, обогащенный льняным семенем, в течение 1 года». Факультет физиологии и биофизики Университета Иллинойса в Чикаго, факультет фармакологии, медицинский центр Университета Раш, Чикаго, факультет наук о животных, Университет Иллинойса в Урбана-Кампейн, факультет физиологии Университета Южного Иллинойса в Карбондейле. 387 кур-несушек в возрасте 2,5 года разделили на две группы. Одну группу кормили стандартным кормом, второй добавляли 10% семени льна, но так, чтобы по калориям диеты совпадали. Эксперимент длился 1 год. Результаты.
При том, что количество заболеваний было одинаково, большинство кур тестовой группы имели опухоль в ранних первой и второй стадии развития, когда как большинство кур в контрольной группе имело опухоль в третьей и четвертой стадии, что отразилось на выживаемости. Выживаемость кур в группе льна оказалась существенно выше, чем в группе контроля. Снижение смертности или выживаемость – главный показатель любой терапии. Редкое лекарство может увеличить выживаемость на 30%, а тут просто горсть семян льна. Но теперь вы понимаете, это не просто горсть льна, это полиненасыщенные жирные кислоты встраиваются в клеточные мембраны, увеличивая их проницаемость. Ферментация замедляется, и согласно кривой Берка-Вудса, рост опухоли замедляется. Приведенные исследования показывают, что в раковых клетках митохондрии имеют серьезные дефициты по типу жирных кислот, а изменение рациона приводит к изменению выживаемости при раке, что подтверждает нашу гипотезу. Как сбалансировать рацион, чтобы подавить рост опухолей, мы обсудим в отдельном видео. Нажмите подписаться, чтобы не пропустить его. Биологам, которые считают, что все давно известно, такого вообще не может быть, и так это не работает, рекомендую почитать свежую статью. Может ли митохондриальная метаболическая теория лучше объяснить происхождение и лечение рака, чем теория соматических мутаций? Автор приходит к выводу, что теория мутаций навязывается как догматическая идеология, а не как рациональный вывод. Ссылку на статью вы найдете в подписи к видео. А нам было бы очень важно довести эксперименты Варбурга, Берка и Вудса до конца. А именно, взять эмбриональные клетки у здоровой иммунокомпетентной мыши. За счет дефицита кислорода превратить их в раковые клетки, размножить и пересадить их обратно донору в тот же орган. Такое исследование может стать прорывом не только в онкологии, но и началом регенеративной медицины. Смотрите другие мои видео и будьте здоровы! В заключение я процитирую последний абзац речи Отто Варбурга на встрече нобелевских лауреатов. Теперь никто не может сказать, что не знает, что такое рак и его первопричина. Наоборот, нет болезни, первопричина которой лучше известна. Так что сегодня невежество больше не является оправданием того, что мы ничего не делаем для профилактики рака. В том, что профилактика рака придет, можно не сомневаться, ибо человек стремится выжить. Но профилактика рака не появится, пока пророки агностицизма будут успешно сдерживать применение научных знаний в области рака. А тем временем миллионы людей умрут от рака напрасно.